Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спартак Суббота, психиатр на связи. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Спартак, конечно, все несется. Новостейная лента пестрит. В общем, буйство заявлений, буйство эмоций уже считают. Много или мало Трамп навоевал в Иране, сколько этих дней, понимаете, и Украина тут пытается вклиниться, втиснуться в этот процесс, уже получила привет от Ирана, что, мол, будем считать вас тоже участниками войны, ну а все остальные страны как-то мешкают, в общем, нет особой коалиции желающих вокруг Трампа, у Зеленского вроде как есть, поехал в Лондон, подписал чего, но меня вот очень интересно, как бы вот завлек момент, где Зеленский пытается продать дроны. Ну, то есть даже уже не дроны, а уже как бы планшет с дронами. То есть он прям говорит, у меня есть iPad, говорит, смотрите все. Вчера в Лондоне Риутто с интересом из-под очков заглядывал в это дело, там все, так сказать, присутствующие. Говорит, iPad в режиме реального времени можно смотреть на передовую и даже видеть каждого убитого врага, заявил Зеленский с трибуны. Такое есть у премьер-министра, министра обороны, высшего военного управления. И, конечно, там каждый удар в нашем воздушном пространстве, на море, наши удары большой дальности по Российской Федерации. Смотрите, какая классная приблуда. И говорит, королю подарил, представляете? Трампу хотел подарить, но не приехал на Мюнхенскую конференцию, соответственно, ждет повода, наверное, чтобы это сделать. Вообще, конечно, вот эта история с тем, что, смотрите, планшет в реальном времени убивает солдат на передовой, показывает удары, ну, наверное, классная приспособа, супер фича. Но о чем нам она подспудно говорит? На 5-м году войны, представляете, Зеленский возит планшеты по партнерам, подписывает еще более углубленные оборонные альянсы, пытается втянуть Америку в какие-то технологии неведомые. А Трамп как-то вот говорит, так мы всех победили на Ближнем Востоке, не нужна нам ничья помощь. Что думаете об этой ситуации? И, ну, слушайте, ну, было, но вот айпады ходить дарить, такого еще как бы не было в турне Зеленского. Знаете, тут на что следует обратить внимание, Александр, на позиционирование. Вот он отвечает на вопрос, который никого не интересует. Может он видеть убитых врагов в iPad или нет? Тут интересует вопрос другого. Может ли он видеть убитых украинцев в этот iPad? Есть ли у него такая опция? Почему мы говорим там, почему мы вообще заморачиваемся по поводу того, сколько умерло там со стороны России, если украинцы должны интересоваться другим? Он должен говорить, я вижу каждого отдавшего жизнь за свободу Украины. Вот это должна быть позиция. Как всегда, не дорабатывает Литвин, пишет ему текста, видимо, у него совсем уже серьезные такие проблемы с когнитивной сферой, то есть, видимо, все-таки регулярное употребление психоактивных веществ во всепрезидента повлияло на сознание не только главнокомандующего, верховного главнокомандующего, мы же не можем упускать такие важные детали. На самом деле, если отказаться от такого токсичного юмора, к которому я уже привык, мы можем обратить внимание на важный момент. Акцент на том, что он может видеть врага в iPad и все остальное, это похоже на... Есть такой диагноз деменция, я думаю, вы знаете. Основным признаком деменции является когнитивная деградация. Однако когнитивная деградация бывает не только при деменции. Она бывает при разных обстоятельствах. Если человек, например, там, плохо спит, плохо кушает, нарушается качество жизни. Если, например, есть употребление психоактивных веществ. Если, например, у человека начинается расстройство восприятия. А теперь обратите внимание. Люди, у которых есть пожилые родители, они могут обратить внимание, какой акцент пожилые люди при когнитивных нарушениях, когда нарушается работа мозга, делают акцент внимания на каких-то простых вещах. Смотри, как я пультом пользуюсь. Глянь, вот я нажимаю, переключается канал. Не чудо ли? Гляньте, у меня есть планшет. Я в планшете могу видеть. Показывают, как в игру играют, потом говорят, вот это я с собакой. То есть, понимаете, нарушаются когнитивные процессы, и мы можем это наблюдать. Можно сказать, притянуто за уши. Нет, Александр, не притянуто за уши. Слишком много вот этой вот тенденции когнитивного проседания у Зеленского наблюдается в последнее время.
И с точки зрения клинической психиатрии мы начинаем наблюдать так называемые дефицитарные признаки, симптомы. Есть два типа в психиатрии, есть два основных типа при расстройстве, при психических расстройствах, два основных типа таких больших симптомов. Продуктивные и дефицитарные. Продуктивные – это когда появляется то, чего быть не должно. Например, бред величия. Я всех смогу победить. Или там бред дворянства. Мы элита, мы все можем. Я построю замки. И вот рядом со мной будет замок Чернышова, тут будет мой замок. Вот это присутствие того, чего быть не должно. Бредовые идеи. А дефицитарное – это когда, внимание, отсутствует то, что должно присутствовать. Критичность мышления, адекватность эмоциональных реакций. Реакция на раздражители должна быть соответствующая самому раздражителю. И мы тут наблюдаем тенденциозность. Во-первых, это неадекватная реакция, это угроза в сторону одного из правителей государств Евросоюза. Тут даже Кошта не смог смолчать, хотя Кошта тот еще присмыкатель. Он как бы максимально подчиняется идее, глобалистской идее, но тем не менее даже Кошта уже сказал, слушайте, тут перебор, но Зеленскому надо что-то с этим делать. Это первый признак дефицитарных симптомов, то есть неспособности соответствовать контексту. Нарушение реакции на контекст – это, собственно, говорит о психическом расстройстве. О симптомах, пускай еще не говорит о расстройстве, я не могу ставить диагноз онлайн, сами понимаете, но примерно можем представить, какие будут дальше последствия. Дальше. Акцент внимания на каких-то незначимых вещах, так называемое обстоятельное мышление. Он цепляется за какие-то детали, и в рамках вот этого обстоятельного мышления обсасывает их, игнорируя общий фон информации. Обратите внимание, он же все время говорит о чем угодно, кроме как о том, что нужно. И что у него еще присутствует? Отсутствие критики и реакции на раздражители, то есть релевантная, такая соответствующая реакция на те раздражители, которые ему подают. Ему 3 раза сказал Трамп: ты нам не нужен, ты не нужен. Он везде носится, рассказывает о том, что он может помочь, может привести дроны и так далее. Это уже так называемая персеверация, настоятельные мысли, которые такие как навязчивые мысли, которые возникают вследствие Так а зачем расстройства. это делается? Вот вы понимаете, зачем ему это? Вот я вот этого не могу понять. То есть Две причины. там 210 специалистов я отправил, называют вчера страны, там и Кувейт, и Эмираты, короче. То есть его внутри критикуют, говорят, слушайте, ну елки-палки, ну во-первых, нам не хватало еще такого врага, как Иран, ну на самом деле. То есть Не понятно, самый что... приятный, да. Ну, то есть, ладно, то есть, это дело такое, но он же думает, что Иран это где-то там, да, но мы видим, как в Амстердаме, как в других европейских странах, вот в Украине пока этого только не видели такой бытовой антисемитизм, когда там возле синагоги кого-то побили условно, но по большому-то счету уже взрывы происходят возле объектов, связанных с Израилем. А в самой Америке говорят, что елки-палки, да что-то не так. Там видные достаточно блогеры говорят, что, ну, там, Кристи Оуэнс говорит, если со мной и с Такером Карлсоном что случится, то, как бы, я прошу винить в этом Израиль, потому что мы критикуем, мы открыто говорим, у нас гласность, а они воплощение зла. Мы ставим под сомнение, что то, что они делают, это типа богоугодная история, и мы в опасности, они открыто об этом говорят. Европа, Америка, даже вот этот Лариджани, которого ликвидировали и с сыном вместе, да, он же тоже, тут очень интересный момент, на него так все смотрят, ну понятно, это вот какой-то там идеолог, действительно он профессор, умный человек, умнейший, скажем так, он пару дней назад сказал, что, ребята, есть риск, что устроят типа какой-то 11 сентября, скажут, что это Иран, ну, как бы под чужим флагом. Для чего? Джихад. Вот смотрите, и чтобы еще сильнее как бы всех призвать, сколотить коалицию против Ирана и как бы додушить, добить, порвать Иран, его убивают, и пресса пишет, что? Говорит, смотрите, он угрожал Америке новым 11 сентября, сейчас его убили. Ну, то есть, вот так вывернули эту информацию. То есть, понимаете, а на самом-то деле Иран опасный соперник, да, а он же, Зеленский, думает, что это как бы информационный повод. События в Иране, как бы информационный повод. Говорит, я очень разочарован, из-за событий в Иране не решаются вопросы по Украине, ни мирных переговоров, ничего, и поэтому пристегивает себя к этому как может. Его представление о том, что он себя к этому пристегивает, и это повлияет положительно на исход,
его представление ошибочное, потому что война рано или поздно там закончится. Она не закончится в пользу США или в пользу Израиля. Не потому, что Иран сильный сможет победить, а потому что победить Иран нельзя. Вы поймите, Иран – это огромная страна. Это государство, которое в 2,5, если я не ошибаюсь, 2,5 раза больше, чем Украина. И в отличие от христиан, у них совсем другое представление об этом, понимаете? У них совсем другое представление. Это люди с фанатизмом. Многие из них очень теперь агрессивно настроены. Более того, та оппозиция, которая там была, она по-прежнему является оппозицией. Ее никто так радикально не запрещает, но она теперь поддерживает идею о том, что, подождите секундочку, мы-то как бы оппозиция действующей власти, но мы не считаем, что необходимо нас тут убивать, бороть и так далее. Потому эта ситуация не играет на руку Зеленскому, потому что у нас есть серьезный недостаток в верхушке, в наших высших эшелонах власти. Мы с вами когда-то об этом говорили, и об этом у вас тоже люди, кстати, на эфире часто говорят. И вы не предыдущем шуме вы обсуждали это, то, что у нас нет дипломатической элиты, которая понимает, что такое Ближний Восток. Люди не понимают, что такое Ближний Восток. Вот недавно вышла новость, это меня очень позабавило, да, то, что Трамп только на второй день начал различать разницу между Ираном и Ираком. То есть он не понимал разницу. Понимаете, в чем дело? А это очень большая разница, и помимо того, что там буквы разные для некоторых людей, там еще это удивление, что это государство разное. И идеи разные, идеология немножко отличается. Это что нужно учитывать. Так вот, у нас нет специалистов по Ближнему Востоку. Александр, нет специалистов. Это, кстати, одна из причин, почему, давайте, как это у вас любят говорить, таксисты говорят, в офисе президента по большей мере полагаются на позиции Буданова, потому что у Буданова есть очень призрачное, но представление о том, что такое Ближний Восток. И опираются на то, что он говорит, пытаются как бы выравнивать эту ситуацию, пытаются держать в узде высказывания Зеленского. Он не совсем понимает, какими это последствиями аукнется. Александр, вы поймите, это аукнется не сейчас, не завтра, не через год, не через 5 лет. Это начнет аукаться тогда, когда закончится война, мы уже примиримся с Россией там, или выстроим какие-то альтернативные отношения. Все поменяется, все затихнет, нормализуется, а потом начнется интересная история. Это люди, которые не забывают. Это кровная месть, это серьезные. Это люди с серьезной системой убеждения, где просто так оскорбить их не получится и потом забыть об этом. Это не США, которые могут договориться с вами, если это финансово выгодно. Это люди, которые ориентируются на какие-то понятия, которые основаны на их идеологии. Просто так их никто потом не отпустит. Зеленский это делает. Отвечаю на вопрос, почему он это делает. Он это делает по двум причинам. Первое – отсутствие понимания, что такое Ближний Восток, и неспособность быть в контексте политических вопросов. Он не знает, что это такое. Быть президентом и быть дипломатом – это не одно и то же, хотя одно должно включать другое. Первое. Вот он не знает просто, что такое Ближний Восток, и у него нет понимания рамок идеологии Ирана. Вторая причина – ему так пишут. Ему пишут, поймите, ему пишут, и проблема заключается в том, что те люди, которые поначалу писали, понимаете, писать для среднестатистического когута и писать для представителя Европы, Америки или Ирана – это совершенно разная писанина. И ему привыкли писать для наших людей. Для хуторянских, для людей, которые в это все верят, кто это кушает. Именно для такого, маргинеса. Вот они пишут для маргинеса, вопросов нет, и умеют писать, правда. Александр, согласитесь, иногда аж прям смотришь и пробрало, знаете, слушаешь, думаешь, было бы у меня на 50 поинтов меньше IQ, я бы прям даже прослезился. Но вот смотришь и не можешь в это поверить. Думаешь, представлю, если бы голова была травмирована, верил бы в это и даже голосовал бы повторно. Но сейчас они слышат совсем другую историю. Сейчас что они слышат? Они слышат эту же риторику, которую могут есть только хуторские, но в сторону людей, у которых возникает вопрос, что ты вообще вылез? Кто ты такой? Понимаете, этот вопрос, кто ты такой, он и преследует. Вот очень интересный момент. Зеленский тревожится по поводу Ближнего Востока. Вот он вчера подписал очередную бумагу с британцами.
Сегодня Жовква рассказывал там у себя в Фейсбуке, что это такое. Короче, значит, оборонное сотрудничество, фактически альянс, и все вот сейчас вот последние дни говорят, что мы не только просим, мы не только про дай, мы еще с нас можно что-то, технологии у нас, опыт у нас, мы вот такие, мы же мощные, давайте. И он подписывает как бы какое-то углубленное соглашение в военной сфере. Но как он говорит, ну, то есть, это же потрясающе, вот фрагмент его интервью о Стармере. Вы говорите, нет специалистов по Ближньому Востоку, а по Британії що есть? Ну, от послухаємо. Не скажеш, що йому робити. Кір розумний і дуже крутий партнер, це безперечно. Ми знаємо, що емоції у всіх проявляються по-різному. Я думаю, що Кір, він на зв'язку з президентом Трампом. Він може з ним зустрітися, і він може відновити ці стосунки знову. Таке трапляється. Я не бачу в цьому великої проблеми. Ну, чесно кажучи, я не вбачаю великої складності, якщо ваша історія сильніша, ніж емоції 2 чи 3 людей. Ваша історія сильніша. То есть, значит, история, она сильнее, говорит нам Зеленский. А журналист ему задает вопрос о Стармере. Ну, потому что и вчера, когда премьер Ирландии был у Трампа, он как бы нелестно отзывался о Стармере. Говорит, вообще не Черчилль. Вообще, то есть, как бы недоволен. В общем, Трамп недоволен. Между Америкой и Британией, ну, напряженные отношения. Да, они там есть партнерские, понятно, НАТО, понятно, это все там англосаксы, понятно, что там глубинные вещи, но вот конкретно между ними он говорит, смотрите, ну история же длиннее. Послушайте, человек, который говорил, что нафиг мне эта историческая как бы ерунда, помните, мы с вами обсуждали тоже, я не читаю книжек, или там я прочитал не меньше книжек по истории, это все туфта историческая, но ведь опять-таки... История, если перенести это на российско-украинские взаимоотношения, длиннее, история дольше. Поразил в Чатман Хаус Ступ. Немножко как бы, знаете, а он же как бы, он тоже близок к Трампу, в гольф они играли, помните, он там пестрил разными инсайдами. Президент Финляндии, выходит и говорит, что надо искать контакты с Россией. Момент истины близится по переговорам, в ходе которых Украина отдаст земли, и все закончится, и, в общем-то, как бы наладится, перемелится, мука будет. Ему журналист задает вопрос, Ступ, родный, говорит, а ты это, может, там Трамп говорит, помощь нужна на Ближнем Востоке, а ты скажи, а вы нам с Украиной помогите, а мы вам там поможем. А тот растерянный, как ребенок, говорит, о, говорит, хорошая идея, все смеются. Он повторяет еще раз, это хорошая идея, а все смеются. То есть уже у нас доходит до абсолютного какого-то, ну, как вы там употребили слово деградация, но это правда деградация международной политики. Огромнейший урон. Вот то, что сейчас рассказывает Зеленский о том, что ну это эмоции, это там между двумя людьми, но есть история. Погодите, это говорит человек, построивший все, что из себя представляет на вот этих эмоциях. Эмоциях от, ну как там, неспровоцированного нападения, вот, там, ну, этого всего, что там он как бы продвигал, и то, что до сих пор там как-то лепит пропаганда в отношении Украины. Как вы оцените? Вот смотрите, опять-таки, Стармер, вот это Зеленский говорит о Стармере. Вот у него там отношения, они наладятся, они наладят, ничего страшного, встретятся. Так а при чем здесь ты? Как при чем? Ну, он думает, что Стармер сможет помочь ему с Трампом? Для меня это выглядит, знаете, как есть сотрудник, есть маникюрный салон, там работает маникюрщица. К ней когда-то один раз случайно по записи пришла какая-то звезда. Та сделала маникюр, звезда осталась недовольна и ушла. Что будет рассказывать маникюрщица? Ну, что звезда была просто... Она счастлива была, и знаешь, кого я вообще знаю? Вообще-то это мой клиент, мы с ней прям вась-вась, мы дружим, знаете? То есть вот какая история. Для меня Зеленский – это маникюрщица, причем которую уже как бы уволили задним числом, она дорабатывает 2 недели. И за этой всей пафосной историей, что там люди, он как будто бы разбирается, там у них свои эмоции или еще что-то. Александр, вы... Вот сейчас будет звучать манипулятивно, что, знаете, вы не хуже меня знаете, но это правда, вы не хуже меня знаете, к чему приводит
сейчас позиция Зеленского. Они там свои люди, у них там как бы свои какие-то отношения. Человек оставляет за собой право быть причастным к вещам, к которым не причастен был никогда. На самом деле к Стармеру он не имеет никакого отношения. Люди, вот кто сейчас нас смотрит, найдите большое количество интервью или большое количество там, давайте так, примеров, где Зеленский близко стоит к Стармеру. Не, ну подождите, он его обнимает. Я помню, как только они первый раз встретились, вся пресса обратила внимание, слушайте, Стармер, он же не тактильный, а тут, смотрите, на Бейкер-стрит его встречает и постоянно обнимает с ним Теперь рядышком. смотрите, Вы я что? помню. Я хорошо помню этот момент. Я хорошо помню, что после этого было и для чего это делалось. После этого Британия отказалась взаимодействовать в рамках поддержки Украины. После этого, буквально через 2 недельки после этого, отказалась взаимодействовать в рамках поддержки и сократила помощь Украине. Эти объятия, это были, не знаю, разрешил подержать себя за руку, возможно, понюхать парфюм, каким он Объятие пользуется. утешения. Снисхождение, знаете, то есть все такое именно просто снисходительное, потому что посмотрите, как он со Стубом, как он с Макроном, там, они только не целуются, буквально на камеру, а по факту мы не знаем. То есть они вообще все между собой очень тесно связаны. Стармер держится, он держит дистанцию. Это не самая частая персона в коммуникации с Зеленским. Трамп больше взаимодействует с Зеленским и взаимодействовал с Зеленским, чем Стармер. Кир просто недосягаем. Поймите, что Кир недосягаем для Зеленского. Если у Зеленского есть возможность взаимодействовать с Трампом, то с Киром Стармером у него шансов меньше, потому что у него совершенно другие взгляды на всю эту ситуацию. У них нет, у Британии сейчас нет такой возможности вести такую сильную экспансию с помощью колонизаторских мотивов, но у них по-прежнему есть влияние в медиаплане. Это они умеют делать. В этом они, мастеры, они могут разобщать государство, они умеют это все делать, они в этом плане молодцы. Это их суперсила. Но у них нет сейчас таких ресурсов. Потому взаимоотношения Стармера и Трампа основаны исключительно на поддержании авторитета. Киру выгодно поддерживать отношения с Трампом, потому что он дает возможность легитимизировать его статус. А Трампу выгодно, потому что он создает, как это объяснить, такую буферную зону, в которой он впоследствии сможет взаимодействовать с другими государствами, в том числе с европейскими государствами, через Британию. Да, вот Брексит ушла, то все вопросов нет, это да, но все считаются с Британией. Европа считается с Британией. Почему? Я думаю, вы как сказали, это же всего-навсего история. Ее же там, что это было, читать не надо. А я бы рекомендовал обратить внимание, почему и кто здесь на самом деле главный. То есть то, что человек не входит в какое-то помещение, не значит, что он этим помещением не владеет. Потому Зеленский пытается себя приобщить к людям, один из которых его просто презирает уже публично и смеется над ним. Просто издевается, говорит, нам от тебя, ты не нужен. Ты пустой, ты не нужен, ты не интересен уже, ты уже достал отмахиваться, как от мухи. А второй, дай бог, чтобы он помнил, как зовут, честно говоря, Владимира. То есть я допускаю, что там просто, знаете, взаимодействие по принципу, как это сказать, это утилитарный подход, они все утилитаристы, они делают все, чтобы было выгодно. Но теплых отношений там никогда в жизни не было и не будет. Единственная причина, по которой будет продолжаться взаимоотношения, потому что британцы крепко держат Зеленского. Основная причина – это то, что Зеленский, он у британцев сидит, по сути, Он не сидит только потому, что британцы пока что так не решают. Там Уже никто... там по этому поводу есть определенное тоже высказывание того же Трампа, мол, а что там у нас с помощью, давайте наконец-то придет время, мы разберемся. Венс по мошенничеству возглавил некую группу, что тоже очень интересно. То есть у нас тут как бы сходятся многие вещи, плюс, вы знаете, когда так вот новости зачастили, это там по состоянию на вчера, смотрите, в Индии накрыли группу, которая готовила в Бирме переворот, там украинцы. Потом нашли вот этих, Индонезия опубликовала, да, вот то, что там на Бали, по поводу Комарова, да, и вот этой расчлененки и этого колл-центров откровений, да, на камеру. Нашли там тоже украинцы, понимаете, то есть тут как бы очень интересный момент, то есть тут как бы многое вскроется еще того, что
мы как бы не узнаем, да, вот, или не знаем сейчас, но вскроется. Вскроется, и мы так скажем, о чем это, а что это когда-то было? Но это все тоже цепочки одной цепи, звенья одной цепи, это тоже такие цепочки, и они ниточки будут вести именно к Зеленскому, понимаете? Вот в этом такой очень интересный момент. И к этому времени, и к этому взаимодействию на уровне спецслужб. Но можно ли, вот как бы вы ответили на вопрос, можно ли Зеленского назвать диктатором? Да, исходя из, понимаете, он не умеет быть диктатором эффективным, но он очень сильно старается быть таковым. Чтобы быть эффективным диктатором, давайте так, он не эффективный диктатор. Он диктатор, но очень слабенький. Потому что эффективный диктатор не дает поля развернуться вот какой-то деятельности, которая все-таки есть. Он все-таки контролирует какие-то процессы и держит слово. Мы возьмем, например, ситуацию с другими диктаторскими режимами. Там слово диктатора очень много весит. Тут слово диктатора не весит ничего. Он такой диктаторшка, знаете, такой маленький, пытается быть диктатором. Типа, Ну вот знаете, смотрите, Петров вот утверждает, что он прям самый демократичный в мире, и у нас вообще нет хорошо, что вы взяли диктатуры. авторитетное лицо. Давайте послушаем. Зеленський, який може воювати з Росією, Зеленський, який може воювати з Трампом, Зеленський, який може воювати з ворогом, який більше, ніж наша країна в рази, який може гідно протистояти будь-якому упирю величезного політичного масштабу, він не знищує своїх внутрішніх ворогів, яких при бажанні може знищити ось так. Будь-яка людина, яка отримала б владу, ту, яка є на сьогоднішній день у Зеленського, зі своїми внутрішніми опонентами, ця людина розібралась би дуже швидко. У нього, у Зеленського такого немає. Ну от просто немає. В ньому немає нічого диктаторського. Це ознака здорової влади. Ну тобто, це означає, що Зеленський занадто здоровий. Зеленский слишком здоров. Тут есть и политический, и общественный, и медицинский повод для комментария. Хорошо, что специалист в области психического здоровья прокомментировал психический статус нашего правителя. Но я бы хотел обратить внимание немножко на другую вещь. На то, что говорит он по поводу Зеленский может воевать против больших и маленьких. Зеленский не воюет. Запомните, Зеленский не воюет. Ни один из его близких не воюет. В отличие, кстати, от ситуации в Иране, где Аятолла реально столкнулся со смертью очень многих своих близких. Это очень личная история. Там реально умирают люди, которые какое-то отношение имеют к правительству. У нас правители – это паны. Они не страдают абсолютно никак. Они не переживают никаких трудностей. Зеленский не знает, что такое война. Он не знает, что такое война. У него никто не умер. Ему никто не угрожает. Он показали на планшете, да. Да, то есть он, понимаете, в чем дело? Он такой же военный, как я, гонщик, когда играю в гоночки. Вот я включил компьютер, я гонщик, получается. Это абсурд, это лишено какого-то смысла. Это королевство кривых зеркал. Он воюет, он не воюет, он не знает, что такое война. Воюют украинцы. Украинцы воюют, они умирают. Воюет государство. В тяжелых условиях государства. Его жизнь хуже не стала с момента начала полномасштабного вторжения. Для него он не знает, что такое война. Многие люди никогда с ней, кстати, в Украине не столкнутся. Потому вот эти люди, которые, кстати, жалуются больше всего на войну, те, кто с ней никогда не сталкивается. То есть просто где-то слышали. Живут в каком-то регионе, где особо ничего не взрывается, никто у них не умирает, они не имеют никакого отношения. Бронированные, перебронированные. Выехали, вот особенно, кстати, популярная вещь в Испании, живут тут сколько украинцев, которые ходят и як вони глибоко занепокоєні за нашу державу, это надо просто видеть. Я говорю, ты вообще застал войну? Говорю, да не, уехал в 19-м. Понимаете, то есть люди, они воюют ментально. Ментально, конечно, не сложно, очень сильно поддерживаю всю эту историю. Но, знаете, для меня выглядит эта вся история, в психиатрии есть такое понятие, называется дереализация. Это вид диссоциативного расстройства, при котором тебе кажется, что все происходящее – это кино. Происходит таким образом это, что высокий уровень стресса отключает способность нервной системы интегрировать происходящее. И тебе кажется, что это фильм. Вот когда сильный стресс, тебе кажется, что это все нереально. У меня ощущение, что у нас в глубокой диссоциации абсолютно вся верхушка власти. Они не понимают, что происходит. Смотрите, тут есть такой момент очень интересный. Вот его надо разобрать, конкретно отталкиваясь от вышесказанного вами. Значит, тут Бутусов пришел к вояке,
госпиталь к пехотинцу. Штурмовики, короче, то есть вот он пришел и берет интервью. И вот военный, как бы лежа, да, на больничной койке, рассказывает ему вот это. Вот это прям, понимаете, вот мы тут долго можем с вами, и вы часами, да, вот на наших встречах по средам, друзья, спасибо, что смотрите, за то, что всегда это как бы интересно и актуально. Вот долго можем обсуждать личность Зеленского, но вот один конкретный факт, который он о нем рассказал. Я награжденный 2 раза мужеством, у меня 2-я, 3-я степень мужества. Но я никогда не забуду, когда награждали первое мужество, и когда, не буду говорить кто, сами поймут люди, если не буду вырезать. Блин, сидим мы в Киеве, блин, в здании, на 3-м этаже, он заходит, фраер такой, там, награждает, там, люди, и он задает вопросы пацанам, а было ли страшно, а я ему говорю, нет, ну, типа, хочеш, я ему сказав, хочете знати, підіть самі подивіться, це перше, по-друге, мені не потрібні ваші ці всі, мне пацанов верните моих, на каждой из этих всех побрякушек кровь пацанов. И тут объявляют тревогу воздушную, его выводят нахуй 20 баранов охранников, а мы сидим там 30 человек на стульчиках, и нас даже покурить не выпустили в туалет, говорят, пока тревога не закончится, никто не выходит. То есть на нас, пацанов, которые землю топчат по, а оно великое, блядь, потому что государство представляет, спустилась в бункере, сидела там 4,5 часа тревога была, с 10 утра, я как сейчас помню, я должен был, награждение было с 9 до 6 вечера должно было быть. А мы уехали только в 9 вечера, потому что тревогу отбили только в районе 2-3 часов дня. Потом он сделал перерыв, чтобы мы вышли, покурили, свои дела поделали, пообщались, и потом только нас начали награждать. Ты избираешь? Ну, вот так. Вот так это выглядит. Смотрите, есть такое выражение «сермяжная правда». Вот, пожалуйста, сермяжная правда от тех красивых картинок, и вот мы же очень видим, часто проводятся разные награждения там, в офисе, в Мариинском, там, в офисе, он там собирает в зале всех. А вот так, как это вот рассказывает солдат, который землю топчет, это ведь тоже очень показательно. И этого никто, ну, как бы, видите, это вот изнанка, которую не видно. Но изнанка нам говорит как раз-таки, отвечает на вопрос, диктатор ли Зеленский или нет. Это то, что отличает, кстати, Путина и Трампа от Зеленского. Все они находятся в ситуации воюющего государства, но никто из них, ну, Трамп и Путин, не притворяется, что имеет к этому прямое отношение. То есть, что он там или воюет, носит какой-то наряд. Это ж наряд. Ну, то есть, он нарядился, не имеет никакого смысла, не несет никакой смысловой нагрузки, кроме того, что он притворяется. Это, знаете, как... Ну, для меня это больше похоже на День Святого Патрика. Надел на себя зеленый костюм и ходит. Я не понимаю, зачем. И Путин как бы никогда не скажет, типа, не будет получать награды, не убежит в бункер и не скажет там, ну, пацаны молодцы, и там надо еще, чтобы меня наградили. И как оно там вам? Это некорректный вопрос, это вопрос быдла. То есть, типа, это вопрос человека маленького калибра. Ты не должен задавать вопрос. Это знаете, на что еще похоже? Была ситуация, мы как-то проходили курс по EMDR, ну, это специфический метод лечения людей с ПТСР. И один психотерапевт задал женщине вопрос, у которой было изнасилование, ну, многими людьми, там, он задал вопрос, ну и как оно? Как ты себя чувствуешь? Ну это же безумие. Точно так же и Трамп не задает эти вопросы, он просто награждает, отдает честь и все. Зеленский не умеет соблюдать ни военную субординацию, ни политическую. Это человек, который, ну, просто дипломатический импотент. Естественно, он будет действовать таким образом. Он будет вести себя как мальчик, как пацан. Пацаны, ну что, как оно там было? Расскажите. Съезди, глянь. Вот правильно, кстати, говорит военный. Так, поедь, посмотри. Ну, дашь потом знать. Потому что его ситуация, ну, ситуация Зеленского в этом плане очень уязвимая, и он, ну, как бы ведет себя не в соответствии со своим статусом. Он не понимает, что это такое. Еще раз, Путин и Трамп, можно любить их, не любить, это такое дело. Они понимают, как себя должен вести правитель. Зеленский не знает, кто такой правитель. У Зеленского есть представление о там, мелкой деятельности, управленец там, квартала, там, хорошо, может быть, телеканалом может управлять, но это не те масштабы. Он не может претендовать на статус
управленца государства, причем эффективно, потому что не понимает, как соблюдать субординацию, как с кем нужно действовать. Ни в коем случае мы не задаем вопросы. Кстати, есть протоколы, как общаться с военными, которые особенно пережили травматические эпизоды. Ни в коем случае никогда не спрашиваем, как было тяжело, не было тяжело. Это рекомендация тем, у кого есть близкие, кто столкнулся с этим, выжил, пережил или там был в боевых действиях. Никогда не спрашивайте детали, не спрашивайте, как он себя в этом плане чувствует. Всегда задайте вопрос, чем вы можете помочь. Ориентируйтесь на это. А он просто вместо того, чтобы чем вам помочь, он говорит, ну что, как оно было. Ему же интересно, понимаете, он же хочет, во-первых, узнав то, как там, он сможет потом в интервью сказать, а вы знаете, как оно там? Знаете, ему же нужно откуда-то эту информацию взять. А в ближайшем окружении никого нет. Те даже азовцы, которые сейчас к нему приезжают, они тоже не знают, как оно там. У него нет источника информации достоверного. То есть он реально видит ребят, которые пережили ад, ему хочется понять, как там в аду. Ну, в аду тепло, иногда жарко, понимаете. Тут момент наступает тот, что в тылу тоже становится жарко и тепло, как в аду. Ситуация с мобилизацией мы с вами неоднократно обсуждали, и люди это постоянно видят, но она никак не решается. То есть, наоборот, она только усугубляется, только наворачивается, только как бы обострение вот это вот, оно не проходит, то ли усугубляется ситуация. Случай в Одессе, о котором рассказывают непосредственные участники. Ветеран, доброволец, который списался по інвалідності, встретился з ТЦК. Друзі, я вас вітаю. Ми сьогодні приїхали в відділ судмедекспертизи. По таким справам, це наш ветеран, добровольцем, пішов на війну в 22-му році, з самого початку. Служив в нашій бригаді Одеській, 28-й, яка пролила багато крові, да, своєї, захищаючи країну. Реальный ветеран, списался по инвалидности, 2 года служил, отвоевал, получил ранение, 3-ю группу инвалидности, списался. Вчера его ломает ТЦК. Проверяють документи, їх щось не устраює, і вони роблять відкритий перелом. Друзі, відкритий перелом, я прикріплю к відео фотографію рентгена, це коли кістка вилазить, блядь. Коли повністю кістка розломана і вилазить, вони його покалічили більше, мені здається, чим він ту травму на війні отримав. Так само. Ген. То есть, смотрите, видео достаточно внушительное, потому что люди сами рассказывают историю, как умеют. И внушительно имеется в виду и впечатление, да, от этого видео, и ну, это вот то, как они говорят. Да? Вот смотрите, один на протезе с палочкой, второй с рукой, перебинтованный с гипсом. Он говорит, они его покалечили больше, чем он получил травму, инвалидность, списавшись с вооруженных сил Украины. Это, ну, и вот они стоят на пороге больницы, где проводят судмедэкспертизу. Открытый перелом после проверки документов ветерана у ТЦКшников. Ветеран 28-ї бригади, 3 шестерки в народі. Хлопці ветерани. Ну от як ви думаєте, що це таке робиться? Розкажи, при яких обставинах це сталося? Мясного, что произошло? Я гулял с собачкой, выходил уже там, буквально Ильфа Петрова, вот Костандия, 3 минуты дойти до дома. Шел, подъезжает бус сзади черный. Выпрыгивают люди, 2 из них без маски, остальные в масках, балаклавах, как обычно. И там... Я вибачаюсь, по формі вони були? По форме, да, по військовой форме, все как положено. Вояки? Типа вояки, да, но почему-то скрывают лица. Я даже на нуле не скрывал свое лицо. Правильно. Что вони кажуть? Ты показал им документы? Там можно ваши документы туда-сюда. Я говорю, Кстати, ребята, подсними, я не ваш подсними вариант. документы. Я говорю, я им сразу сказал, ребята, я не ваш вариант, я инвалид 3-й группы, еле ходячий. Там, Покажи, будь ласка, повреждения документ на камеру. Позвоночника. Бачите, аж там трусить. Трусить від болі хлопця. Нога поломанная в бедре, Просто стоит гулял. конструкция металлическая с 3 шурупами. Да. В общем, В хотелось бы ноге, быть не поломанным, но, к да, еще раз, сожалению, я поломанный. скажи, у тебя в ноге... В ноге в правом бедре, да, конструкция металлическая, титановая, 3 шурупа в колени. Ну, никто не мог подумать, что у меня будет уже конструкция металла в правой руке с 2 пластинами и непонятно сколько болтами. И сложная операция, мне сказали люди, ну, дай бог, что все было хорошо. Как це трапилось? Вони выскочили из машины, типа, как будто я преступник какой-то, сразу на меня набегом. Я говорю, ребята, я не ваш вариант, я инвалид, они говорят, давай документы и посмотрим твои документы. Один показывает свои документы, я ему предъявил свои документы. Он, да, все устраивает, а того в маске, в балаклаве что-то не устроил. Он говорит, покажи мне свои документы. Я ему говорю на эти слова, говорю, после того, как ты покажешь свое лицо и свои документы. Он сказал, я тебе ничего показывать не буду. Я ему говорю, ну тогда я тебе ничего не буду показывать. Ну, конечно. И все, и начал разворачиваться, уходить, потому что, ну, зачем мне, я ни от кого не скрываюсь, не выбегаю, зачем, я инвалид, я ходячий.
На что они говорят, нет, ты едешь с нами, и тупо силой меня начинают ломать, закидывать в машину. Я упираюсь руками, чтобы не залететь в бус, и они меня берут, тупо ломают руку, я туда залетаю лицом вниз, уже с поломанной рукой, болтающейся с открытым переломом. Ну, конечно, шок, боль адская. Пытался выйти, остановить их, люди проходили, ну, к сожалению, ничего не предприняли. Ну, наверное, люди запуганные, зараз уже, да, запуганные бояться і не трохи. влають, да. И не хотят тоже такими же быть поломанными. Ну, я себя отстоял, видите. Ну, вони побачили, що в тебе перелом, да, відкритий? Перелом, да, І їхня испугались, испугались, тупо загрузились и уехали. Тебя Быстро бросили, бросили, оставили. скрылись и уехали. І в бус і пригнули і уїхали, Да, прыгнули и уехали, все, вот так вот. Я так понял, а сломав руку той, що був в Да, Балаклаві, в Балаклаве, да, вот этот толстый. А який перевіряв спочатку документи, у нього була, ти казав, спочатку бодікамера. Бодикамера, да, была, типа включенная, но даже, по-моему, не включенная, там свет отражал, Ну, непонятно. якась камера була. Ну, там уже детали, как бы, да, там бодикамера, не бодикамера. Ну, вообще картина маслом. Да? Вот люди на этой войне, один ногу оставил, другой тоже ногу, а теперь, получается, в тылу руку. Да, то есть, и они вот это вот описывают реалии. Этих не назовешь российским ПСО, сгенерированным искусственным интеллектом, какими-то мелкими проблемами, да, которые там иногда случаются, мол, смотрите, мы по 35 тысяч мобилизуем, а вот это единичные случаи. Это уже система, которая начинает душить конкретно тех, кто уже свое отвоевал. То есть это гораздо больший кипящий котел противоречий конкретно в этой истории. Что скажете? Что сказать, Александр? Досадно, что реально те, кто имели энтузиазм и хотели защищать государство, а защищали государство, правителями которого являются люди, которым нет никакого дела до них. Абсолютно никакого. И вот они даже не притворяются, что им есть до них дело. Идея с тем, что сейчас должны как-то исправить ситуацию с ТЦК, что Федоров пришел, должен был это как-то поменять, но она не работает. То ли ему не дают, мешают, то ли он сам не совсем понимает, как это надо делать. Это на самом деле мало кого волнует и не совсем интересно. Но с тех пор, кстати, как Буданов ушел работать в офис президента, он больше про ТЦК ничего не говорит. То есть не говорит про проблему мобилизации. Очень довольно удобно ему заткнули рот, скажем так, сменой его ситуации, сменой позиции. Но ситуация с ТЦК не улучшилась, она усугубилась. Сейчас перекрываются целые проспекты, улицы. Сейчас буквально город может парализоваться из-за одного блокпоста. И возникает очень такой интересный вопрос. То есть если уже человек, будучи списанным, отвоевавшим 2 года, вынужден с этим сталкиваться, ну, будет ли какое-то движение со стороны ветеранов или не будет? Ну, я скажу, не будет. То есть ветераны вот повозмущаются. Смотрите, сейчас будет вот это видео, это будет возмутительно. Люди в комментариях понаписывают, какие ТЦК плохие. В принципе, это все это понимают. В новостях это никто не покажет. Мы это понимаем, потому что это невыгодно. Потому что видно, что не ИПСО, видно, что эти люди реально существуют, что это есть. У человека там серьезные травмы, ног нету этого. Рука сломана. Серьезно, это не шуточки, это не какой-то прикол. Это люди назвали бригаду, назвали позыв. Ну, то есть как все сказали, вопросов нет. Это же невозможно не найти. Это можно при желании. Но это никто нигде не покажет. Это не покажет ни какая-то Труха, Лачин и все остальные. Они не будут об этом говорить регулярно. То есть они не сделают на этом акцент. Никто не будет бороться за их права. Ну, где-то, может быть, осветят, но так, исказят информацию. Почему? Потому что это полностью легитимизирует агрессию по отношению к ТЦК. Когда еще ТЦК там ловит, давайте назовем их так, как называют другие, ухилянтов, как они любят это говорить, да, с этим сложно спорить вне нормативной логики. Ну, то есть нормативная это какая? Человек хочет жить, это его решение, это его ценности, и он не идет воевать. Хорошо, он принимает ответственность за это. Но тут-то человек уже отдал свое. То есть что его добить надо, кончить его надо. Он теперь ненужный, отработанный материал. Почему они относятся к нему именно таким образом? И я вам скажу так, что на это никто реагировать не будет. Государство ничего не поменяет. Проблема этой ситуации заключается в безнадежности. Александр, нет ничего хуже, чем безразличие, равнодушность вот к фактам. И вот есть факты, и люди к ним будут безразличны. Никто не выйдет их защищать. Ну, мне жаль, что так происходит. Видно, что ребята отдали очень большую часть себя на это и не понесли никакого благополучного исхода.
Сейчас, ну, смотрите, тут же как тоже иногда там отдельные кейсы, у нас такие даже позитивные решения по ним есть. Помните футболиста, который там дрался в Киеве, Киевской области, там отбивал соседа? Его потом отметелили, он там на камеру что-то говорил, потом вроде как его под домашний арест, потом сменили как бы меру пресечения, то есть улучшили, да, действительно, то есть первый в драку, есть видео оттуда, то есть первый в драку полез ТЦКшник. Сьогодні апеляційний суд столиці скасував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби відносно нашого клієнта, Колесника Данила, та застосував до нього виключно запобіжний захід у виді особистого зобов'язання. Суд об'єктивно дослідив всі обставини справи, оцінив поведінку кожного з учасників інциденту, а також уважно вислухав наші пояснення. Я розповів, як все відбувалось, хто кого переслідував, хто за ким гнався, і як мікроавтобус з працівниками ТЦК збив людину. А також наголосив, що цей інцидент був виключно емоційний між двома чоловіками. Я також підкреслив, що поважаю Збройні Сили України, поважаю військових, поважаю жінок і не можу пройти повз несправедливості. Вважаємо зазначене рішення дуже важливим і справедливим. Окремо хочу звернутися до своїх колег, футболістів, які поспішили з висновками і публічно це все виставили. Прошу вас бути об'єктивними і дивитися правді в очі, що кожна ситуація має свої обставини і ситуації, які потребують чесного аналізу. Також звертаємося з проханням до народних депутатів. Просимо вас взяти дану ситуацію під свій контроль задля забезпечення об'єктивного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні. І звертаюсь до всіх учасників цього інциденту, що прийшов час по-чоловічому потиснути один одному руки, так як ця ситуація, ця історія не йде нікому на користь. Зараз потрібні спокій, мудрість і бажання поставити крапку цій ситуації. То есть я, если честно, мало понял сам факт этого обращения. Есть видео, где все видно. Есть, ну, суд снимает ночной домашний арест, и, ну, хорошо, если все так хорошо и понятно, если никому не идет это на пользу, если все так по-мужски повздорили, подрались, там, ну, бывает, да, там, то и все, давайте пожмем друг другу руки. Понятно, что в ситуации конкретно этого футболиста, Колесника, ну, ему хочется еще поиграть. Ну, то есть человек в спорте, он футболист, он, ну, давайте так, да, он ничего другого делать не умеет, ему нужно поиграть, отыграть свой возраст, как бы заработать денег, жить за что-то. То есть он изначально, помним другие его видео, он говорит, мне все равно, просто сделайте так, чтобы я лицензию получил, ну, футболиста, да, и играл. То есть я хочу играть. И понятно, почему эта тональность. Но если все так хорошо, зачем он к депутатам обращается? Депутатам, чтобы взяли на контроль, чтобы все было объективно. То есть абсолютно какой-то мутняк, Спартак. Потому что есть условия договоренностей, и в эти договоренности входит, скажем так, признание того, что нет никаких претензий к ТЦК, потому что, поймите, это положительный кейс для ТЦК. Вот вы продемонстрировали это как положительный кейс для этого паренька, но на самом деле нет. Это положительный кейс для ТЦК. Потому что паренек как бы ничего плохого не сделал, он защищался, защищал своих товарищей, защищал себя от правонарушения. Получается так, что человек может, ну, представьте себе, человек будет пытаться украсть чего-то ребенка. Ну, допустим, пытается украсть дочь, там, я не знаю, в рабство продать, на органы, что угодно. Пытается украсть. Вы вступаетесь за дочь. То есть там человек реально уже проявляет силу, там, допустим, ударил вашу дочь. Вы вступаетесь, избиваете человека и, получается, впоследствии говорите, мы ударили по рукам, все было в порядке, все было нормально, мы с ним договорились. Делается это по той простой причине, что необходимо сгладить отношения к ТЦК. Поддержали очень значимые люди, поддержали этого футболиста, поддержали люди, которые имеют отношение к власти, в том числе, причем под властью, я подразумеваю, именно у них есть медийный ресурс, то есть это социальный капитал. И все были на стороне футболиста. ТЦКшника поддержали только либо умственно неполноценные какие-то, либо сами ТЦКшники. Ну или там пропагандисты, что тоже по сути является умственной неполноценностью. Потому в данном случае мы просто видим договоренности. Договорились таким образом. Обнуляют ТЦК, дают положительный, скажем, опыт ТЦК выходить из подобных ситуаций. Они будут дальше не бороться, человека не посадят, потому что была бы возможность, посадили бы вне зависимости от наличия доказательств или нет. Мы знаем, сколько сейчас людей в Украине осуждены просто так.
Просто, то есть, не было нормального следствия, ничего. Что вы думаете, сложно посадить какого-то футболиста, который ударил, как они называют, військовослужбовцем? Он не является військовым. Вот ТЦКшники – это не военнослужащие, это биомусор, который просто-напросто убивает своих граждан. Это комиссары, понимаете? То есть, это люди, которые уничтожают своих сограждан. Потому в данном случае просто была договоренность. В целом, главное, что парень теперь в порядке. Для меня вот что важно в этой ситуации? Что парень в порядке, вышел. Да, пришлось через колено, через договоренности, но зато он свободен, он на свободе, у него есть возможность нормально жить свою жизнь. У меня по ТЦК еще один вопрос. Важный, я считаю, вопрос. Смотрите, сейчас мы видели вчера в Черниговской области, по-моему, в Черниговской, был удар дроном по ТЦК. Сегодня ударили по Сумам. Да. В ТЦК. Смотрите, мы видели очень интересный поворот. И мы прям это, я помню, долго обсуждали, что прям целая кампания была ударов по ТЦК со стороны Российской Федерации. Тогда это было на волне, это был какой-то хайп. Все, собственно, в соцсетях радовались этому. Давайте будем откровенны. Причем так вот щиро и по-украински. До сих пор радуются. Сейчас, то есть уже 2 удара было. Да? Посмотрим, будет ли эта кампания вновь возобновлена, будет ли больше ударов по этим ТЦК. Что это изменит сейчас, как вам кажется? В данной ситуации это ничего не меняет. Это хоть какая-то маленькая радость для граждан Украины. Причем, чтобы вы понимали, радуются даже те, кого никогда не будут мобилизировать, это женщины. То есть, радуются все. Но я считаю, что с точки зрения плана, допустим, большая часть людей, больше 11 тысяч, из 90 тысяч просмотренных на одном из источников, 11 тысяч лайков. Это украинские, проукраинские СМИ. Про удар по ТЦК. То есть люди радуются, людям нравится это. Хорошо, что это случилось. Понимаете, к чему привели? Но результативности в этом немного, потому что в России, например, прилетает в очень значимые места. ТЦК не является значимым местом. ТЦК – это так, поразвлекать самих украинцев, порадовать украинцев. Подарок для украинцев, по сути. Смерть ТЦКшника – это же подарок для украинцев получается. По мнению самих украинцев, как они говорят, что там нужно их линчевать и так далее. Я считаю, что смерть любого человека – это не совсем хорошая история. Нужно, чтобы все оставались в живых, потому я никого не призываю. Но суть заключается в чем? В том, что пока Россия пытается порадовать обычных граждан, Украина причиняет очень серьезные проблемы России. То есть прилетает по серьезным, и по мирные граждане страдают. Был недавно прилет, может, вы помните, да, в России, что пострадали во время пересменки люди. Прилетает не только по военным объектам, но и по гражданским. Я понимаю, что, скорее всего, это был промах, но, тем не менее, никто никакого сочувствия не вызывает. Наоборот, на официальных источниках глумятся, понимаете? То есть, это же признак, мы с вами уже говорили, что это признак слабости, политической слабости, когда официальный представитель Минобороны заходит и комментирует эти прилеты у людей в комментариях. Потому для Украины ничем страшным это не обернется. А Российская Федерация, ей бы стоило пересмотреть свою динамику видения войны в этом плане, потому что Украине выгодно. То есть нам выгодно, когда просто бьют по ТЦК, а мы бьем по НПЗ, мы бьем по заводам и так далее. Химзавод сейчас уже, это очень серьезные удары. Нет, по домам тоже прилетает. Прошлой ночью был удар по Краснодару, причем там очень долго тревога, очень массированно дроны, в общем, все там перекрывали, закрыли улицы, и там рядышком по одному из отелей в центре города, рядом администрация. В дома попали, то есть, и многие же смотрят, украинцы, вот смотрите, у нас так постоянно, а у вас там периодически, мол, хлебните тоже с нашего. Но это, как говорят, люди говорят людям. На самом-то деле мы все понимаем, что зачем это делается, да, почему это делается. Опять-таки может, это, конечно, ИПСО, но так пишут.
Вот там же Зеленский кичится своими дронами, да, и дроновыми технологиями. Планшет у него есть, представляете? Интересно, вот как вот на планшете отобразился там Краснодар, там один погибший и несколько домов повреждено. Как вот он отобразился? Он видел, как там погибает там или куда прилетает дрон? И вот у него такая... Ну, мы начинали с вами просто с планшета, понимаете? Это вся как бы планшетная история. То есть вот он дарит королю, а королю это нахрена? Мне вот тоже интересно. И он уже наладан дышит, этот король, сыпется у него с него песок, он болен раком, но он хочет посмотреть, как дрончики летают схематически на планшете. Но там же, понимаете, в чем дело? За этими технологиями стоит же другая интересная сермяжная правда. Может, это врутка, еще раз повторюсь, но из 210, по-моему, или там сколько человек, которые отправили на Ближний Восток, уже один сбежал. Сбежал. Ну, ценный специалист по ПВО, как бы понял, что его выпустили, и он уже Это как шанс. бы... Ну, это шанс. А сколько сбегали и почему прикрыли? Там же очень долго, несколько лет, ну, года 2 точно, была подготовка за рубежом в той же Британии, в Испании, то есть там в разных местах, в лагерях готовили солдат ВСУ, и это было как бы круто. А они быстренько это все свернули, потому что бегут люди, бегут, которые отправляют на учебку за границу, понимаете? И это тоже ведь нам о чем-то говорит, что что-то не то, даже с вот этими айпадами и даже с вот этими прилетами. Да, но, как говорится, да, но если мы посмотрим на ситуацию в государстве в целом, вот в Украине, если мы посмотрим на то, есть ли какая-то положительная динамика в этом всем, то мы ее не увидим. То есть в целом вся тенденция, которая есть, она деструктивная. Любые изменения маленькие, которые у нас есть, ну, там, которые идут к улучшению качества жизни граждан, ну, там, манюсенькие какие-то, они же впоследствии приводят к глобальному ухудшению. Это же просто использование риторики для того, чтобы поддержать свой статус. И снова, мы опять вы правильно говорите, возвращаемся к iPad. Была ли возможность у него наблюдать и вот задать вопрос Зеленскому, просто задать вопрос на одном из интервью. Когда вы видите, что умирают люди, вот вы смотрите на iPad, и вы видите, что умирают люди, какие эмоции у вас возникают? Ни один здоровый человек не скажет, ну или человек, который реально занимается войной, не скажет, что это вызывает у меня радость, воодушевление и так далее. Вот у меня есть очень близкий товарищ, который воевал длительное время, и вот он говорит, что мы когда были на фронте, мы когда убивали, у нас не было ликования, это была работа, но мы понимали, что у этих людей есть семьи. Понимаете, вот в чем дело. Может ли Зеленский в такую логику? Я очень сомневаюсь. Смотрите, но общество больно. Да. Общество тяжело больно. Угу. И поэтому уже становится это как бы новая норма. Сидеть, зырить в планшет и смотреть, как там кого-то убивают дроном или чем-то еще, понимаете? Еще как королю это показывать, как великое достижение, что мы готовы. Но общество больно глубже, даже не этими людьми. Вот, пожалуйста, значит, есть такой суспільний мовник. Когда-то это была система государственного телевидения, его реформировали, чтобы гранты выписывать. Ну, ты же как бы не выпишешь же гранты американские и все остальные гранты на всякие там мусор информационный государственному телевидению, потому что это, получается, государственный канал спонсирует иностранцы. То есть это не бьется. Поэтому вывели, сделали общественным суспільний мовник теперь. Вся эта система унаследовала систему региональных телевидений, там, областных каких-то там вот этих моментов. И вот есть Ровно, и там есть шеф-редактор этого суспільного. Фамилия у нее Белецкая. Ну, так совпало просто так. И она вот пишет пост и возмущается. Звуки богослужения УПЦ она услышала в центре города Ровно. Мол, православные молитвы, песнопения, ее пытают, пугают, травмируют. Она вынуждена мириться с присутствием клириков и всяких прихожан, там, церковников рядом с собой. А верующих вообще обвинила в молитвах московскому богу. Представляете? Московскому. Формулировки примитивные очень. Ответственная за редакционную политику госканала, да, вот публично занимается разжиганием религиозной вражды, и всем как бы все нормально, всем плевать. Это новая норма, понимаете?
Как, Понимаете, что с этим норма делать? Норма – это когда люди с этим как-то мирятся или принимают. Они же не способны даже принять. Тут для принятия чего-либо необходим анализ ситуации, ну и синтез информации. Общество этим не занимается. Это не является нормой, это не является новой нормой, это является просто слепым пятном. Люди с этим не мирятся, они просто как бы игнорируют это. Они не видят этого, потому что для того, чтобы на это обратить внимание, Александр, необходимо, чтобы уровень образованности, качество жизни и заинтересованность в перспективе была. У людей в Украине нет заинтересованности в перспективе. Каждый задайте вопрос, что ты планируешь через 5 лет? Начнут смеяться. Не понимают, что делать. Некоторые шутят. Зависит от того, под каким флагом мы будем. Или кто-то говорит, все зависит от того, какие из моих знакомых будут еще живы. То есть позиция очень... Мартин Селигман, такой был психолог-позитивист, он, кстати, был президентом Американской ассоциации психологов, очень серьезный специалист. Он говорил такое понятие, как выученная беспомощность. Если длительное время человек или животное сталкивается с невозможностью реализовать свои условия свободы, и при этом каждый раз, когда есть попытки, он наказывается, в итоге он будет подчинен этому и даже не поймет почему. Украинцы со временем сами откажутся от понятия свобода, за которую, кстати, борются. Но мы уже говорили, чтобы за что-то бороться, у тебя должно быть понимание, что это такое. Украинцы откажутся от понятия легитимность. Украинцы откажутся от понятия нормального понимания границ, потому что они уже не знают, что такое граница. То есть со временем это все приведет к тому, причем это приведет теми, кто в Украине не заинтересован, и будущем Украины не заинтересован. Это приведет к тому, что будет полностью разрушена та идентичность, которая длительное время пыталась сформироваться. К сожалению, под давлением этих обстоятельств не формируется у людей нового представления о том, кто такие украинцы, что такое Украина, что такое свобода, какие у нас ценности. Потому что основной ценностью, Александр, является анти-что-то. Не может быть в основе ценностей лежать противоречие. Не может, согласно логическим законам. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо большое, Александр. Друзья, благодарю, что смотрите. Спасибо большое, что комментируете. Выскажитесь в комментариях, что думаете по поводу нашего разговора, тех эпизодов, которые мы разобрали. И ждем вас через неделю на новом общении с психиатром Спартаком Субботой. Подписывайтесь и берегите друг друга. Добра и света.